кем в итоге вы будете счастливы. Злые силы не дремлют, и вышло 2 пятерки, 5 чаш, 5 пентаклей. Я вижу, что злые силы действительно хотят вам помешать, хотят мне помешать сделать этот расклад для вас. Но энергия Творца здесь, энергия ангелов здесь, и мы с вами под защитой. И также, с кем в итоге вы будете счастливы? Но не с тем человеком, который вас обидел, да? Потому что 5 чаш о том, что тот, кто вас обидел, он получает обратку. Или она. Здесь, может быть, есть негатив на вашем мужчине. Кто-то ему что-то внушает, кто-то держит его в зависимости. Вот это может алкогольная зависимость или любовная зависимость. Кто-то держит вашего мужчину в зависимости. Кто-то на него давит, кто-то ему мешает жить. Здесь может быть замешаны деньги по 5 пентаклей. Какие-то замки на него навешаны, какие-то привязки. Мужчина нервничает. С кем в итоге вы будете счастливы? Ну, вышел рыцарь чаш. С тем будете счастливы, кто действительно любит и верит в вас. Здесь идет обратка врагу. И вы это знаете, и вы это видите. Все эти горечи, все эти обиды, которые вы на себя испытали, все магическое воздействие, оно будет просто возвращаться. Откуда пришло, туда и ушло, да? С кем в итоге вы будете счастливы? Смотрите, 4 жезлов с тем, кто стабильно к вам относится. Кто, знаете, вот любит в глубине души, в глубине сердца. И ни на кого и никогда вас не променяет. Человек искренний, надежный, честный. С таким человеком вы будете счастливы. У кого-то из вас это будет абсолютно новый человек, потому что карты рыцарь чаш говорит, что этот человек может войти в вашу жизнь просто как вихрь внезапно. А для кого-то это будет тот человек, с которым вы уже знаете друг друга. Может быть, этот человек ушел от каких-то отношений, которые были ему не в пользу, и теперь ищет дорогу к вам. Теперь Вселенная дает вам право действовать. Вот именно дает право действовать. Вы обретете силы, вы встанете с колен, и ключевые факторы появятся в ваших руках, ключевая информация. Все, что было скрыто преднамеренно другими людьми, и здесь у нас были пятерки, да, 2 пятерки и туз меча, все, что было скрыто от вас другими людьми, которые намеренно хотели вам помешать, намеренно пользовались вами, да, пользовались вами. Сейчас страшный мир. Сейчас страшный мир. Сколько людей пользуются другими. Вы будете владеть информацией. Вот по 4 чаш новую информацию вы получите. И вы в итоге будете счастливы с человеком стабильным, надежным, честным. И произойдет вот такая трансформация. Эта карта очень мощная. Карта называется суд или страшный суд. И она несет трансформацию, она несет очищение, да. Эта карта несет такое, знаете, освобождение от всего, что было вредоносным для вас, что вам мешало. Потому что суд – это когда вы встанете с колен. То есть вы будете счастливы с человеком, который возродит вас к жизни назад. Просто как глоток чистого воздуха вернет вас к жизни. Если до сих пор кто-то вас держал в зависимости или на мужчине было какое-то влияние, то оно все сойдет. Потому что карта суд, она очищает карму. Здесь, может быть, кармические отношения проходят. Какая-то кармическая зависимость, какие-то кармические отношения проходят. Понимаете, вы сделаете рывок вперед. По этой карте сам Архангел Михаил поможет вам сделать этот рывок вперед и избавиться от негатива. В вашу жизнь войдет человек честный, порядочный. И это будет буквально вот-вот на пороге. Вы получите право жить и любить опять. Вы поверите опять в жизнь и в людей. И тот, кто вешает на вас вот такие замки, он обязательно получит назад свое зло. Потому что так работает закон природы.
Что посеял, то пожнешь, да? Подобное притягивает подобное. Раньше вы этой информацией не владели, а теперь владеете, потому что это кармическая обработка. Если у вас были сложные отношения, тяжелые, человек вас не понимал, не хотел играть по честным правилам, человек просто как бы использовал вас, да, так такой человек, вот он получит обратку, потому что здесь кармическая отработка уже прошла. Еще одна карта старшего аркана – справедливость. С кем в итоге вы будете счастливы? Знаете, с человеком справедливым, честным, справедливым, который не виляет, не обманывает. Вот и все. Тот, который дает вам силы, не отнимает силы, а дает силы. Сейчас шла очень сложная борьба. Очень сложная борьба за вас шла. Вы будете счастливы точно. Смотрите, королева чаш и для нее рыцарь чаш. Видите, какие карты? Мощные, да? Мощные, мощные. И я вижу, что если вы были в сложных отношениях, если вас просто очень и очень обижали другие люди, может, его родня, какие-то другие люди, то сейчас это будет награда. Вот эти отношения, это будет как награда, как свежий ветер перемены, чистый глоток свежей воды, да? Вот такие будут перемены. Вы получите все свои силы обратно. И там была карта справедливости, она о том, что если вы силы потеряли, то силы восстановятся. Тройка пентаклей – это с этим человеком, знаете, вы будете строить очень счастливую жизнь. Такую жизнь, когда, знаете, вы оба делаете все, чтобы было хорошо. Вот оба вы делаете все, чтобы было хорошо. И все. И нет ни одного человека, который мог бы вам помешать. Вот и все. Так что вот так, мои дорогие, вы будете очень-очень счастливы. Я очень рада это все видеть здесь на этом экране. Все перед вами, все для вас, все понятно, да? Очень важно, чтобы вы писали мне в комментариях, что вы хотели бы еще узнать о вашей судьбе. В конечном итоге, для личной жизни, в конечном итоге будет результат. Тройка пентаклей – это результат. В конечном итоге будет результат в ваших отношениях. Вот, смотрите. Вот больше ссориться не будете, ведь восьмерка чаш – это не об уходе, это об уходе от ссор. Это восстановление доверия друг к другу. Это бесстрашие в отношениях, потому что отношения – это всегда смелость требуется. Другой человек с его космосом, с его там темным подсознанием, да? Вам Вселенная поможет уйти от споров, проблем и восстановится между вами доверие. Между вами восстановится доверие. Это очень хороший знак. Давайте еще будем брать карту. Вот знаете, вот я говорю, что ссоры закончатся, да, по этой карте вы ссорились, вас ссорили другие люди, обстоятельства, третьи лица. Вы были под влиянием, или он был под влиянием. И если это и победа, то она досталась вам очень и очень дорогой ценой. Острая ситуация, да, вы держите свои мечи за острую часть. Вот как будто вы сами себя раните этими обидными мыслями. Очень острая ситуация, просто больно вам было. Но сейчас все станет на свои места. Появится король жезлов, все решит, все устроит. Король жезлов – это мужчина, который страстно не просто желает вас чисто на физическом уровне, потому что чисто физический уровень, он простой. Понимаете? Мужчина появится, который желает сделать вас счастливой, желает дать вам эту стабильность. В конечном итоге вы будете счастливы именно с таким человеком. У некоторых проиграется бывший, вернется уже обновленным другим. У некоторых проиграется новый человек, но в конечном итоге вы будете счастливы с человеком, который крепкая скала для вас. Он уже вас ищет, ведь паж жезлов – это поиск короля жезлов, да? Это хлопоты и заботы короля жезлов, потому что паж жезлов – это поиск решения.
Это как трефовый валет, всегда хлопоты трефового короля. Ну вот, знаете, нам всем присущи наши бабушки. Моя бабушка, она гадала на игральных картах, но она не знала, что игральная карта это и есть младшие арканы Таро. Вот, и теперь трефовый король, это король жезлов, это мужчина очень деловой, очень серьезный, честный, правдивый. Он теперь вас ищет, он ищет вас или в соцсетях, или в интернете, на сайтах нормальных, очень многие сейчас знакомятся на сайтах знакомств. Ну, понимаете, зависит от того, какие сайты, да. Очень сейчас многие знакомятся на сайтах, очень многие. И 90% по статистике это лучше, чем вас познакомили друзья. Потому что друзья вас познакомят с тем, кого они знают, это там 2-3 человека или вообще у них нет свободного мужчины, да. А там у вас на сайте возможности огромные. Итак, это еще один паш, это еще один поиск любви. Вот теперь такой кавалер вас ищет. Кавалер любви вас ищет, да. Рыцарь чаш. Это поиск, это уже нашли. Вот он уже вас буквально нашел, и у вас вот-вот будет та встреча, о которой вы мечтаете. Станет все на свои места. С кем вы в конечном итоге будете? С человеком, который любит и который подставит свое надежное плечо, если это нужно будет. Какой такой расклад, да, вот на этих картах вышел. Итак, я сейчас буду рассматривать точно такие же карты. У меня очень много парных колод, потому что часто это, знаете, как бы глубокая информация. Очень-очень глубокая по парным колодам выходит. Это такая же колода, только с золотым вкраплением, да. Задайте вопрос себе, скажите свое имя. Это будет ваша мантра, вход в расклад, чтобы каждое слово именно вас касалось. Это моя авторская разработка. И сейчас скажите, спросите у себя, с кем я в конечном итоге останусь, в конце концов, да, с кем я в конечном итоге, в конце концов, останусь. Какой человек сейчас вот на пороге, или, может быть, вернется бывший, да, смотрите, но вначале нужно избавиться от этого дьявола. Но это точно, вначале нужно избавиться, дорогие мои, от этого дьявола. Понимаете? Вы под давлением, вы под магическим воздействием, или ваш мужчина сейчас находится под магическим воздействием. Вот и все. Это все понятно. Именно сейчас, когда вы смотрите, вам нужно избавиться от дьявола. Это может быть самосглаз, когда вы себя не любите. Говорите, да, что для меня возможно еще, да. Или же, может, выпивает мужчина, или у вас какая-то привязка есть нехорошая. То есть, что такое нехорошее? Нет никакой морали, дорогие мои, нет никакого греха. Грешим мы против самих себя прежде всего, да. Привязка – это то, что вам вредит вашему здоровью, или, может быть, есть мужчина, который вас связал по рукам и ногам, обещаниями своими, в треугольнике, может кто-то под влиянием его матери, своей матери чаще всего. Она это делает по незнанию, из-за большой любви и из-за своей неосознанности часто, к сожалению, да. Да все мы, мамы, грешим этим, включая меня саму, да. Поэтому мы каждый раз говорим Вселенной, я хочу, чтобы было по-другому. То есть здесь идет речь о том, что справедливо было бы избавиться от негативного влияния перед тем, как думать, с кем вы хотите быть. И здесь, смотрите, цепи у вас, да, и цепи, они такие цепи кованные. Помните, когда-то у нас такая детская считалочка была, цепи кованные. И в этом есть много расслабления и много насмешки над дьяволом, потому что дьявол, он тупой, мы ему даем слишком много силы, дадим ему, весь негатив пусть забирает и уходит, да. Он смеется над нами, когда мы боимся. Вот эта считалочка детская, цепи кованые, да, раскуйте нас, помните, да, это оно и есть карта дьявола, кстати, карта 15-й аркан, старший. И здесь цепи кованые на ваших шеях, да, может, с мужчиной, они привязаны к дьяволу, но вы можете запросто уйти. Цепь не держит вас, вы можете ее снять с головы своей. Это может быть ваша инь-янь, или вы и ваш мужчина, которые держитесь друг друга, потому что много негатива вас держит, да, вас связывает какой-то негатив. Может, и этот мужчина останется с вами, о котором сейчас идет речь.
Но вам нужно вначале снять с себя эти цепи кованые, дьявольские привязки. Просто не верить дьяволу, и все, и он уйдет, потому что он туповат. Дьявол заставил вас страдать в отношениях, потому что десятка чаш, вернее, жезлов здесь, ну, значит, десятка чаш тоже вышла, да. Иногда карты выходят в духе. Если она не вышла, я ей сказала, потому что я беру слова из потока, карты выходят в духе часто. И здесь мы видим, что десятка жезлов вышла вместе с десяткой чаш. Идет речь о том, что дьявол нашептывает ему, что ему тяжело с вами, что вы или дорогая женщина, или же у вас, ему нашептывает дьявол, у вас характер хороший, но ему дьявол говорит, да у него характер скверный, да, с ней тяжело жить, у него мама такая тяжелая, у нее родственники там такие тяжелые, или еще что-то, да. В общем, с ней тяжело жить. Это ему шепчет дьявол. Или вам шепчет дьявол на ухо, что с ним невозможно жить. Он такой невозможный. Это все иллюзии. Это все полные иллюзии. Не доверяйте дьяволу никогда. Никогда не доверяйте. Это все иллюзии. Войдет, как, знаете, в вихрь в вашу жизнь Спаситель. Вот это как Христос. Рыцарь меча – это как спаситель, который отсекает все ненужное, который убирает дьявола, да, убирает негатив весь. Вот видите, входит такой спаситель в вашу жизнь, убирает весь негатив. И вы акцентируетесь больше на позитиве, чем на негативе. И мужчина видит у вас все со знаком плюс. То, что казалось ему раньше скверным характером, является на самом деле вашим острым умом. Это избавление от дьявола, это просто избавление от привязки. Дьявол вам давал ложную информацию, он вас поссорил с этим человеком, о котором вы сейчас думаете. И вам больно, тяжело. И вы сами не знаете почему. Да? И сейчас, в этот момент, вы понимаете, что это внимание, которое было акцентировано на всем негативном, это не ваше внимание. Дьявол просто направлял ваши мысли в то русло, в котором дьяволу было выгодно. Вот в чем дело. В то русло, которое дьяволу было выгодно. И поссорил вас дьявол, я вижу, да? С кем в конечном итоге вы останетесь? Смотрите. С тем, кто вас любит. У многих проиграется, что это тот человек, которого вы знаете, о котором вы сейчас подумали. У многих проиграется, что это новый человек. Но вы останетесь с тем, кто вас любит. Это туз чаш. Вот это точно будет. Это гарантируется вам. И всю масть перекроет вот туз чаш. Да, вот мы сейчас просто убрали негатив. Мои, кстати, расклады, они автоматически от негатива защищают, чистят. Вот так, мои дорогие, да. Смотрите, может сейчас за вашу руку и сердце, ну, некоторых, да, сражаются много человек, много кто. Много кто поставил свои интересы ниже ваших и хочет, чтобы вы выбрали его или ее. Вот так, да. А вы думаете, у вас никого нет, а вас сейчас многие мечтают, а вы думаете, у вас никого нет. Это ключевые слова, мои дорогие, к вам. Это самые-самые ключевые слова. Вы красавица, вы победитель, вы на коне, и вы eventually, или в конце концов. Eventually – это в конце концов, да? Мне всегда названия раскладов приходят в медитации. Eventually вы останетесь человеком, который вас любит. Вот и все. Тройка чаш – это продолжение отношений, дорогие мои. Продолжение отношений. Четко и понятно, да? Продолжение отношений. Паш чаш уже выходил из этой колоды. Та же самая колода, можно прогнать назад и посмотреть, да? Та же самая колода, и паш чаш проходил по ней. Так что сейчас кто-то, кто любит, хочет с вами связаться, ищет встречи. Встреча обязательно будет. Если вы поссорились, встреча вам гарантирована. И вы в конечном итоге останетесь с этим человеком, который вам предан. А вот тот дьявол, который намеренно хотел вас поссорить. Дьявол, кстати, не всегда человек. Это могут быть третьи лица.
Но дьявол иногда это просто очень негативные обстоятельства вокруг вас. Это вплоть до самых бытовых обстоятельств, понимаете? Человек сейчас готовит вам подарок, несет вам какие-то деньги, он хочет с вами помириться, если вы были в ссоре. Посмотрите, какие карты, да? Я в восторге, сняла очки, чтобы на них посмотреть. Замечательно просто. Вот с таким человеком вы точно останетесь, мои дорогие. Да. Потому что рыцарь Пентаклей – это тот, кто приносит вам силы, благополучие, деньги, удовольствие. Ведь Пентакли – это удовольствие, радость, а не золотые Пентакли, да? И еще у нас здесь паж жезлов, который страстно теперь скучает, думает о вас, хочет видеть вас, любит вас. Вот с таким человеком вы останетесь, это гарантированно вам. Потрясающе, да? Потому что паж жезлов уже выходил в той колоде, и паж чаш выходил. И место силы – это паж чаш и паж жезлов. Это могут быть две грани одного и того же человека, да? То есть это грани человека, который хочет, чтобы вы в конце концов, в конечном результате, eventually, да, по-английски eventually, с ним остались. Кстати, у меня все мои расклады на английский переведенные. Если вы живете в другой стране или вот новое поколение, как говорят, уже второе поколение мигрантов, и русский не очень понимаете, можно по-английски слушать, читать записи и так далее. Мои дорогие, вы останетесь в конечном результате с человеком, который вам даст силы. Не будет больше отбирать силы, а даст вам силы, вернет вам вашу силу, и который вас любит, ищет, как с вами помириться. Вот так вот на этот раз, да, у меня ведь на эту тему есть очень много раскладов, очень много. И поэтому я вам сразу говорю, что именно вышел такой человек на связь в этом раскладе, а можно смотреть раскладов много, это же все аффирмация на счастливое будущее. Чем больше, тем лучше. Зачем к психологам ходить? Они будут копаться в вашем прошлом, вам это не нужно. Да что, в прошлое же не поменяешь никогда. Будущее смотрим. Вы останетесь с тем, кто вас любит, в вас вкладывает энергию. Вот не забирает энергию, а вкладывает в вас энергию. Именно с таким человеком вы, дорогие мои, и будете. И между вами будет любовь и взаимопонимание. В общем, две карты, вот два вальта, да, валет трифовый и валет червовый. Это любовные хлопоты. Сейчас, именно в тот момент, когда вы смотрите, человек с вами хочет встретиться, любовно хлопочет о вас. Вот и все, любовно хлопочет. Хочет, чтобы вы поверили в это. Смотрите, видите, вот это же, понимаете, да, две одинаковые колоды я раскладывала. Просто хлопочет о том, чтобы с вами быть. Ни в чем не сомневайтесь. Я место силы оставлю на столе, потому что было два расклада, и вот те карты, которые у нас вышли одинаковые, да, это место силы, мои дорогие. Останетесь с тем человеком, кто сейчас вас ищет, хлопочет о вас, хочет быть с вами. Вот, пожалуйста, все как по нотам, мои дорогие, да, как по нотам. Да, высшие силы, они же больше, кстати, музыку понимают, чем слова. Мои дорогие, любимые друзья, вот такой расклад, такой мужчина вышел на этот раз на связь. Мои расклады можно смотреть столько, сколько пожелаете, столько, сколько в кайф. Это разговор со своим подсознанием, разговор с вашим счастливым будущим. Что может быть лучше этого? И подписывайтесь на канал, пожалуйста, подписывайтесь. Почему? Пожалуйста, потому что здесь все для вас. Вот по этой причине очень выгодно подписаться, а еще выгодно, потому что это дружба не за деньги, да? Денег не нужно платить, вот так. И вы будете точно счастливы, я в этом просто уверена. У вас будет все очень хорошо. Люблю вас, обожаю, желаю вам счастья, ожидаю вас на мои будущие расклады. Кстати, можно смотреть предыдущие расклады, в них тоже очень много помощи вам. И давайте скажем мантру перед тем, как заканчиваем. Помните, моя древняя мантра, древняя в смысле, что все старое, но лучше нового, да? Итак, с каждым раскладом Ко-Лены моя жизнь становится все лучше и лучше во всех направлениях. Кстати, вместо «моя» скажите свое имя.
еще будет лучше, да? С каждым раскладом колены, моя, скажите свое имя, жизнь становится все лучше и лучше во всех направлениях. Были люди, которые спрашивали, вот боты пишут, потому что у меня девочки пишут мантру, правильно делают, кстати, что пишут. И пишут, что одинаковые комментарии, вы что, всех купили? Ну да, купила. Никого никогда не купила. Каждый человек, который на меня подписан, это человек, которому я помогла, да. У меня не то, что полгода каналу уже 100 тысяч, нет. Моему каналу много лет. Каждый человек, который на меня подписан, это тот человек, который получает пользу на моих раскладах. Итак, с каждым раскладом колены моя жизнь становится все лучше и лучше во всех направлениях. Вместо «моя» скажите свое имя, дорогие. Можно написать, конечно, в комментариях мантру. Это тоже очень сильно будет. Благодарю всех спонсоров канала. Я редко это говорю, но я знаю и каждый день молюсь Богу за ваше счастье, чтобы вы были счастливы, благополучны. Благодарю от души спонсоров. Кстати, спонсоров тоже можно стать на моем сайте, там даже лучше. Зайти на мой сайт легко, этот переход есть на каждом моем YouTube-канале. У меня только один официальный сайт, на котором можно стать моим спонсором, то есть какую-то денежку послать, может $1 на кофе мне, но если только есть желание. Кто-то мне писал, зависит ли помощь ваша от того, буду ли я высылать деньги. Знаете, такой обидный комментарий, честное слово. Конечно, не зависит. Не зависит от того, высылаете ли вы деньги, от того, насколько расклад проиграется. Абсолютно от денег ничего не зависит. Просто благодарные сердца, у кого есть копеечка, которую человек, в общем, с удовольствием там мне пошлет какую-то маленькую копеечку, я буду благодарна. Но от этого сила расклада не зависит. Все, не зависит. Для всех, кто хочет для себя найти помощь, в моих раскладах вы получите. Оцените мою работу, одно нажатие пальчик вверх или вниз, потому что это для вас выгодно и полезно. Таким образом вы проявляете эмоцию, и как гомеопат скажу, что эмоцию проявлять нужно. Обязательно. А будем видеться. Люблю вас, обожаю. Пока-пока, друзья. До новой встречи.